Здравствуйте, guys and girls. Я вернулся. А, меня никто не терял. Ладно. В общем, я хз какую воду сейчас лить во вступлении, поэтому вот. Только я взялся худо-бедно вести канал, как был вынужден пропасть аж на год. 1,5 года. Поскольку меня загнали обратно в универ, и мне все-таки пришлось его окончить. И не смотрите, что на канале всего 4 видоса, с учетом того, который вы сейчас смотрите. Очень многое я скрыл от кринжа подальше. И вообще этот канал в своем текущем виде задуман как игровой. Но пока я как-то хз про какие игры сейчас говорить. Поэтому делаю вот такой вот видос, дабы вспомнить, как писать текст, как монтировать. И просто для внутреннего удовлетворения, что хоть какую-то свою спонтанную хотелку смог довести до конца. Этот ролик мог бы, наверное, называться «Мне 24 года, и я ничего не добился». Но я считаю, что эти 24 года — это далеко не тот возраст, в котором стоит хвататься за голову и орать «Я все проебал, не стал миллиардером в 10 лет, как какой-то чел из Нельзяграма. Все, Габелла, дальше уже бесполезно». Да даже 30 лет еще не та самая красная линия, после которой уже жизни нет, как бы общество не убеждало вас в обратном. Да даже после 40 еще не все потеряно. В таком случае у тебя еще и будет особая такая аура крутого скуфа. То, к чему я стремлюсь, кстати. Я вообще в ахере с того, насколько культ успешного успеха успел, простите за тавтологию, сломать людям ощущение времени. Уже даже в 22 года кто-то снимает ролики о том, что жизнь прошла мимо. Ё-моё, чел, у тебя она буквально только началась. Ты еще даже не успел нормально наделать ошибок, а уже хоронишь себя заживо. Хотя мой отец женился в 22, а через 5 лет произвел на свет вот это вот чудо-юдо, которое прямо сейчас вот слопит за микрофоном. А я же до сих пор даже в отношениях ни разу и не состоял. Да, по моим усам оно и видно. И я не то чтобы этого стыжусь, акшели. Ибо, обломитесь, я не какой-то там нелюдимый и закомплексованный додик, длачер, амешка, лоровед, Дарк Соулса, анимешник. И т.д. и т.п. А очень даже обаятельный, харизматичный, умный, общительный, красивый и, наконец, чрезвычайно скромный уебан. Ха. Даже моюсь каждые 2 дня, вот только что из ванной вышел. Просто, ну так получилось. Да и я никуда не тороплюсь, без суеты, не спеша, не шиша. В общем, не забивайте голову всякой херней. У вас у каждого свой путь, двигайтесь и работайте в своем темпе, в меру своих возможностей, если вашей жизни прямо сейчас ничего не угрожает, конечно. Или не двигайтесь и просто живите свою спокойную жизнь. Имеете полное право. Но я понимаю, откуда вообще берется это чувство, когда смотришь назад и видишь не достижения, а паузы, откаты, брошенные дела и годы, ушедшие непонятно куда, на всякую прокрастинацию и пинание пениса. Очень легко решить, что все это время ты просто стоял на месте. Хотя так оно, в общем-то, и есть. Да и в целом время сейчас, мягко говоря, ебанутое. Прям движуха. А горизонт планирования у тебя сужается до 1 минуты нахуй. И именно этот минус-вайбик преследовал меня практически все то время, пока я обучился в университете. Но ведь как было? Изначально-то я поступал чисто вот ради того, чтобы от родаков свалить. Переехать из своих пердей в лучший город из оставшихся — Барнаул. И сидеть балдеть, бухать, кайфовать, в комп играть, а уник, ну закончу, круто, не закончу, да и черт с ним. Сейчас же вышка нифига не роляет, если верить популярному мнению. Зато у меня ПМЖ Барнаула, а такое благо доступно лишь избранным. Ну что, получается, теперь все круто. Тем более, я заранее знал, что на собственную квартирку в подарок мне всеми семьями скинутся и купят.
При условии, если поступлю на бюджет. В противном случае попал бы в общагу, как нормис какой-то. Годами маленький я слезно ожидал этот день, когда закончу школу и, наконец, вступлю в ту самую жизнь без родительского контроля, о которой всегда и мечтал. И вот, лето 2020-го. Контекст того времени мы опустим, он тут не важен. Я блестяще сдаю ЕГЭ, поступаю в барнаульский ПЕТ, прохожу на бюджет. На втором месте конкурса, между прочим. Да еще и на направление, которое мне реально казалось интересным. Учитель истории и английского языка. Получаю свою уютную однушечку, и по закону жанра тут должно быть... И, разумеется, меня ждало разочарование. Но это так лишь отчасти. В действительности же все было ровно так, как я себе это и представлял, и я был абсолютно счастлив в этой одинокой и почти независимой жизни. Первые полгода. Вроде бы все было круто, я вписываюсь в каждую движуху. Становлюсь активным членом универовского медиацентра, где я прокачался в монтаже, хотя я и так умел, но стал уметь чуть лучше. Со всеми я, в общем-то, ладил, всем я нравился. А потом вот что-то во мне надломилось, и даже не могу толком вспомнить, что именно. Я словил серьезную такую депрессию, замкнулся в себе, просел по учебе, стал мега закомплексованным и шизеющим, и тогдашнее одиночество в четырех стенах все-таки стало сильно так выходить мне боком и постепенно разъедать меня, ибо если бы я все-таки оказался в общаге, в социуме, история могла бы сложиться совершенно иначе. Правда, и в Барнауле я бы тогда не смог остаться насовсем. А так я был максимально оторван от всех вузовских коллективов, и практически нигде, кроме, собственно, универа, мы не контачили. И для всех я оставался самым нераскрытым и малоизученным персонажем в этом студенческом сюжете. Все было прям плохо, все валилось из рук, и я напрочь утратил контроль над своей жизнью, провалился в патологическую прокрастинацию, вообще ничего не мог делать, даже из-под палки. Стал слишком часто и много дрыхнуть, в том числе и днем. В универе появлялся лишь по приколу, набрал долгов, само собой, еще и стал бухать по-черному в полном одиночестве. Родителям по телефону меж тем вешаю лапшу, мол, да-да, все хорошо, учусь, мама, стараюсь. Тружусь в поте лица, а в лицо им еще и улыбаюсь. Я тогда мог вообще, наверное, не выжить, ибо в какой-то момент я даже начал увлекаться художественной росписью рук и ног красной краской, дабы хоть как-то притупить боль от внутренних терзаний. И был, наверное, в 2 шагах от необратимого, благо в 2023-м все же обратился к специалисту, и здесь могла быть ваша реклама. Стал пить веселые колесики, вроде как начал потихоньку реабилитироваться, а потом... Блять, у меня камера села. Сука. А потом, на нахлынувшей волне эйфории и гиперкомпенсации, я даже стал старостой своей группы. Решительно узурпировал трон, который никто из моих одногруппников не хотел занимать. Ставь лайк, если ты хочешь, чтобы я узурпировал кресло вот тут. И оставался старостой я дольше всех 3 предшественников. С 3-го курса по момент своего отчисления на 5-м. Ой, спойлеры. Сейчас же сижу и думаю, и что это вообще было? И... О чем я тогда вообще загонялся? Вот все как в тумане, будто это был сон собаки. Но потом эффект от таблетосов как-то ослаб, да и я уже решил, что, в общем-то, уже достаточно крут и без них. И тупо бросил их пить. Совершил самую распространенную ошибку в терапии. Мало того, что я пережил недельный синдром отмены, а это состояние довольно адовое, уж поверьте, так потом же еще мое прошлое ментальное состояние вернулось практически в исходном виде. Разве что к членовредительству я больше не прибегал. А так, иногда куски льда в руке сжимал. И в таком режиме на 4-м курсе подхожу к первой школьной практике в качестве учителя. И это был полный посос. Уроки я вел на отвали, готовился к ним спустя рукава, а следовательно и ученикам выдавал пуксреньк. И да, я даже участвовал в таком преступлении против человечества, как разговоры о важном. Но к ним готовиться довольно легко,
Просто скачиваешь с сайта материалы, а на уроке тупо читаешь с бумажки и включаешь видосики между делом. И однажды, когда классная руководительница вышла из класса, я открыто обратился к классу с речью, что, мол, все эти разговоры о влажном — полный булщит и пропагандонская залупа. Я не хочу в этом участвовать, поэтому вы тут пока сидите балдейте, а как классуха вернется, делайте вид, что ничего не было, а я продолжу читать с рандомного места. До сих пор горжусь, если честно. Таким сопротивленцем себя чувствую. Но не подумайте, я не то чтобы соевый либераха, я не против, чтобы подобные уроки проводились. Ведь иногда-то, редко, но бывает, там даже реально хорошие темы поднимаются. А урок профориентации по четвергам, на котором школьники знакомятся с разными профессиями, которые есть в нашей стране, так вообще абсолютный must-have. Если это, конечно, не профессия дегустатора майонеза, не штурм. Я скорее против той идеологизированности, с которой данное мероприятие существует. А нашу текущую идеологию я презираю и плюю на нее при любой возможности. Но именно после практики я начал уже неиронично задумываться о том, чтобы бросить учебу. Но по инерции я еще продолжал худо-бедно учиться, тем более на мне висела ответственность старосты. Но ближе к концу 4 курса я уже твердо решил, что в пизду все это, и просто перестал ходить на занятия. Даже с учетом того, что я был старостой. Но свое обращение к нации я в беседу все-таки написал, но де юре еще продолжал носить этот статус. Но честно уже не помню, почему именно, но на первый семестр 5 курса я все-таки решил вернуться. И поскольку последнюю сессию 4 курса я полностью проигнорил, мое количество академических задолженностей перевалило за двузначное значение, что еще сильнее давило на психику. К тому же я опять приполз к той же докторше и получил новый рецепт на тот же балдеж, еще и в двойном размере. И через полгода опять бросил его пить, поскольку мало того, что таблы быстро перестали помогать, так еще и бюджет жрали пиздец. Решил, мол, хрен с ним. Будь что будет. Я хочу быть собой. И, разумеется, снова та же ломка, а потом все опять вернулось. Да, вот такой я идиот. Вижу, как люди, которые когда-либо нормально проходили терапию, сейчас пробивают себе лицо ладонью. Но после еще одной практики на 5 курсе, от которой я и вовсе был отстранен за проведение уроков без заинтересованности, я окончательно решил, что да пошло оно все, и после этого в универе я больше не появлялся. Больше всего мне стыдно разве что перед группой, которую я тупо кинул в самый напряженный момент. Хотя зачетки на экзамены все равно носил, а потом сразу ливал. И решаю, что какое-то время просто попинаю хуй, а потом найду какую-нибудь нехитрую работенку, чтобы к моменту, когда родаки узнают правду и прекратят кидать мне деньги, я не сдох с голоду. И вы меня, наверное, спросите, а что тогда с армией? Да ничего. И именно в этот период выходят, да вообще все те ролики, что сейчас имеются на моем канале в открытом доступе. А пересматривать свой большой обзор на The Talos Principle, вспоминая, в какой атмосфере и в каком контексте я его создавал. Ну, своеобразные ощущения, конечно. Я даже стал активно стримить. В общем, кайфовал. И состояние моей кукухи теперь взаправду стало налаживаться. Тогда-то я и понял, что вуз, по сути, был единственной причиной всех моих бед с башкой. И если ее исключить, все сразу становится прекрасно. Но, anyway, бросить учебу на последнем курсе считаю поступок легенды. К февралю 25 года я устраиваюсь работать в колл-центр, и это, конечно, история, заслуживающая отдельного видоса. Но здесь подробности мы опустим. Главное, что там я получил ту самую вожделенную самодостаточность и какую-никакую финансовую независимость. Те полгода, что я был работягой, просто лучшие в моей жизни. Серьезно. Отпахал 2 смены по 12 часов и 2 дня балдеешь, никому ничего не должен. И ближе к концу я пересел на график 3 на 3, и вот это вообще абсолют имба.
Но мы отвлеклись. Однако в апреле до родителей доходит письмо с приказом о моем отчислении, и, разумеется, они поставили мне ультиматум, что либо ты восстанавливаешься и доучиваешься, либо мы продаем твою квартиру, хотя я знал, что они не смогут этого сделать без моего согласия, поскольку я тоже юридически являлся одним из собственников. Но решил, что сейчас лучше судьбу не испытывать и все-таки послушаться. В конце концов, мне было капец как стыдно перед ними, что вот, они ко мне со всей душой, вложили в меня действительно много, как психических сил, так и денег, а я им годами врал и в конце вот так вот по-свински их кинул. Поэтому в августе я ухожу в отпуск с последующим увольнением, а с сентября восстанавливаюсь на 5-й курс, который буду проходить заново. В этот раз, конечно, на платной основе, за родительские деньги. Ставки как никогда высоки, избежать уже не получится. Либо я заканчиваю вуз, либо я заканчиваю с собой. Но, по крайней мере, теперь я не староста, и жить уже проще, и все еще можно время от времени прогуливать. Ведь главное не как ты ходишь на пары, а как ты закрываешь сессию. А там с порога и практику пришлось проходить по новой, но в этот раз в другой школе, она уже прошла относительно на чиле, спидранить долги, и еще родители чуть ли не каждый день капают на мозги своими звонками, мол, что закрыл? Ну чё, как там с учебой? Есть подвижки. А если я смел уходить в игнор, то они могли приехать и лично. В общем, годик был прям нервный. Хотелось просто рвать на себе волосы. Но яйца в кулак я все же собрал, закрыл долги, сдал госы по английскому на 4, защитил диплом по истории на 4. Боже, храни Сэма Альтмана. И в начале июля я таки получил эту свою вымученную корочку. Теперь-то мы счастливы, Винсент. Да, мы счастливы. И знаете, вот я все время считал, что моя универовская биография до одури скучная и нормисная, хотя я все еще так считаю, но после того, как излил это все в сценарий, уже думаю, вот это у меня лор, конечно, насыщенный, еще и с элементами психологического хоррора. И тут я не ставлю цели как-то похаять нашу систему образования, мол, знания там бесполезны, из нас выращивают рабов системы, нас превращают в нормисов. И т.д. и т.п. Так-то оно может и так, но лично я согласен с тем, что как раз-таки педагогический диплом — это имба. Ибо этот диплом имеет свои эксклюзивные приколы, которые, наверное, стоят того. Я к тому, что он необходим, чтобы попасть в сферу образования. Наверное. А учителей сейчас капец как не хватает. Таковым я, конечно, становиться не хочу ни при каком раскладе, но если вдруг ничего путного не найду, нормального источника дохода себе не сформирую, тыры-пыры, тоси и боси, то под боком всегда будет этот план «Б». Чтобы хотя бы не помереть с голоду, но все равно помереть в нищете. Хотя после всего услышанного вы вряд ли захотите, чтобы такого человека, как я, подпускали к вашим детям. Такие дела, такая вот история. Думаю, я еще где-то до сентября попинаю пенисы и подышу воздухом новообретенной свободы, а потом уже пойду активно искать работу. В конце концов, жизнь по ту сторону универа я уже видел. И скажу я вам, не такая уж она и страшная. Надеюсь, размах движухи не примет тот самый масштаб, от которого уже и мой военник меня не засейвит, ибо с категории В, конечно, дышится куда легче, тем более астма у меня действительно есть, и временами она все еще выводит меня из строя. Ой, все равно остается этакое чувство подвешенности. Надеюсь, когда-нибудь в будущем я смогу свалить отсюда и наблюдать за всем этим уже через бинокль, невозмутимо потягивая свой выдержанный скотч со льдом.
А то у меня, блин, только жизнь началась, а тут маячит вполне себе осязаемая перспектива ее в прямом смысле потерять. Страшно. Очень страшно. Чё-нибудь там жмите, чё-нибудь там пишите. А у меня на этом все. Этот канал официально снова живой. Как говорится, back in business. Надеюсь, до скорого. Не скучайте.